Нора является, пожалуй, одним из самых узнаваемых домов из кинофраншизы Гарри Поттер, поэтому неудивительно, что компания Lego решила воплотить данное жилище в качестве коллекционного издания с пометкой 18+. Дом семьи Уизли уже выпускался несколько раз, но каждый раз в качестве игрового набора. Теперь же пришло время взглянуть на самую детальную версию этого дома, полную отсылок и забавных функций. В комплект набора входит 10 мини-фигурок и даже сова семейства Уизли по имени Эрл, которая вечно падает или врезается в окна во время доставки почты. Семья Уизли здесь представлена в полном своем составе, поэтому включение совы является вполне логичным решением. Внешний вид норы, как и внешний вид фигурок, соответствует второй части фильма, где Гарри спасается бегством от семьи Дурсли на летающем Форде Англия и впервые знакомится с домом Уизли. Именно этим событием обусловлено его полное восторга лицо, в то время как второе выражает не самое удачное знакомство с летучим порохом. Его друг Рон получил новый торс, но ничего особенного в своем дизайне он не имеет, однако ему также доступно два выражения лица. Впрочем, выражение лица – это единственная отличительная черта между фигурками Фреда и Джорджа, которые помогли избежать Гарри от Дурслей. Обе фигурки впервые получили средние ноги, подчеркивая свою принадлежность к более старшему курсу Хогвартса, в отличие от своего младшего брата и сестры. Джинни Уизли, выбегающая в халате и не подозревающая о приезде Гарри, также точно соответствует образу персонажа из фильма, и мне нравится эмоция ее второго лица, когда она неожиданно увидела Гарри. Три старших брата Уизли являются менее популярными персонажами, однако приятно видеть, что они также включены в набор, особенно учитывая, что Чарли и Билл появились в качестве фигурок Лего впервые. Свой дизайн фигурка Билла черпает из последней части фильма, в то время как фигурка Чарли является полетом фантазии самих дизайнеров, так как этот персонаж лишь упоминался в фильме, но не появлялся в нем. Все трое имеют двусторонние лица с угрюмым выражением, а на лице Билла, помимо прочего, имеются боевые шрамы, которые ему оставил оборотень по прозвищу Сивый. Наконец, Артур и Молли Уизли – прекрасная пара и не менее прекрасные фигурки. Дизайн фигурки Молли является самым впечатляющим среди всех 10 персонажей. Все эти принты на руках и ногах отлично передают ее яркий образ. Ее муж Артур может похвастать лишь уникальным элементом головного убора, который был представлен в данном цвете впервые. Его вы можете заменить на альтернативный элемент волос, а также выбрать одно из двух выражений лица, как для Артура, так и для Молли. Причем двусторонние лица Молли отлично подходят для сцены, когда она встречает Гарри у себя дома и отчитывает Рона за парочку его косяков. Теперь рассмотрим непосредственно саму нору. От фильма к фильму дизайн этого места менялся, и проявляется это в первую очередь расположением свинарника. Дизайнеры решили оставить выбор за нами, дав возможность поменять крыльцо дома и загон местами в зависимости от личных предпочтений. Возле загона находится корыто для двух его обитателей, где в глаза бросается одна из множества наклеек набора. Всего их 38 штук, которые расположены на двух листах, что, конечно, является минусом, так как клеить их весьма утомительно. Внешний вид дома можно назвать поистине волшебным, начиная от большого разнообразия различных окон, расположенных в абсолютно хаотичном порядке, заканчивая его кривизной, которая является визитной карточкой этого места. Вся постройка выглядит гармонично и однородно благодаря сдержанным цветам и большому количеству тайлов, которыми покрыты верхние этажи. Единственным минусом можно назвать большую концентрацию открытых выступов на стене возле спальни Рона и с тыльной стороны дома, но в силу хаотичности всей постройки в глаза это сильно не бросается. После сборки набора я был впечатлен размерами норы, особенно это касается глубины здания, которая превзошла мои ожидания. Но с учетом того, что внутренняя часть дома имеет весьма богатый интерьер и множество разных комнат, такие размеры вполне логичны. По приезду в нору Гарри замечает множество заколдованных вещей, которые производят на него большое впечатление. Например, моющаяся сковорода в раковине, где нажатие кнопки рядом заставляет двигаться щетку. Вяжущий плед спицы с мотком хлопковых ниток здесь также представлены.
Часы семейства Уизли являются еще одной простой функцией набора. Функция уместна, но не обязательно в силу громоздкого механизма привода, который слишком заметен. Главной функцией всего набора можно назвать камин, через который семья Уизли совершает путешествия в разные уголки волшебного мира. И мне нравится, что небольшая чаша с летучим порохом, который необходим для таких путешествий, здесь также присутствует. Вращая шестерню привода над самим камином, фигурка исчезает, и хотелось бы, чтобы это происходило мгновенно, а не поэтапно. Например, как это было реализовано в наборе Шир, где Хоббит Бильбо исчезал за долю секунды. Тем не менее, детали вокруг камина выглядят великолепно, включая большую наклейку, где изображены различные рисунки, фото семьи Уизли в Египте и крючок в виде кошки, который также присутствовал в самом фильме. Зеленое пламя камина представлено парочкой транс-зеленых элементов. Они смотрятся хорошо, но по моему мнению не до конца справляются со своей работой в силу своих размеров. На полках за камином хранятся несколько интересных аксессуаров. Это предметы багажа Джорджа и Перси. Эти персонажи выбраны не случайно, так как заглавные буквы их имен соответствуют именам дизайнеров этого набора, которые решили оставить свой след, но это не точно. Здесь также включены два коллекционных портрета, свойственные многим наборам из этой серии. Один из них расположен как раз над камином, а второй в столовой, которая находится чуточку правее. Вокруг обеденного стола есть место для 8 мини-фигурок, хотя получить доступ к тем, что находятся возле задней двери, довольно сложно. Тем не менее, красочные сиденья, скатерть и сам стол выглядят прекрасно. Тут же находится несколько шкафов, украшенных различными наклейками. И хоть зависимость от наклеек прискорбна, здесь встречается парочка забавных деталей. Например, крыса Рона, которая забралась в коробку со сладостями Берти Ботс. Или же полка с книгами и портретом Златопуста Локонса, который является кумиром Молли Уизли. Сразу над столовой расположилась спальня Фреда и Джорджа. Ставшие популярными благодаря своим шуточным изделиям близнецы работают не покладая рук над новыми идеями для своих изделий, такими как липучие кроссовки или же удлинитель ушей. И судя по яркой коробке с их логотипом, небольшая партия уже готова. Этажом выше находится спальня Артура и Молли. Мне нравится их наклоненная под углом кровать, которая подчеркивает своим видом неровности самого дома, а также включенная коллекция экспонатов маглов, которыми интересуется отец семьи. Кстати, вот эта красная телефонная будка, скорее всего, является отсылкой к набору Лего, что делает Артура Уизли еще и любителем конструктора. Самый верхний этаж занимает спальня Перси, где расположен стол с чернилами и пергаментом, а также кровать, украшенная символом факультета Гриффиндор. Возвращаясь в другую сторону дома, мы находим семейную ванную комнату. Помимо отличного исполнения и резиновой уточки, предназначение которой до сих пор неизвестно Артуру Уизли, она хранит в себе одну классную отсылку ко всем членам семьи. Если посмотреть на полку с зубными щетками, то можно заметить забавные сходства с их обладателями. Щетка Рона перемотана скотчем, как и его некогда сломанная палочка. Чашка Фреда и Джорджа имеет поврежденную ручку, отсылая к поврежденному уху Джорджа. Чашки Чарли и Билла пусты, так как они давно покинули дом, ну а щетка Артура Уизли является электрической, опять-таки отсылая к его увлечению маглами. Над ванной комнатой расположен небольшой чердак, все пространство которого занимает паук и разные мелочи в виде чашки, лампы и конфет Берти Ботс. Под съемными элементами постройки расположены еще две спальни. Первая – это спальня Джинни, которая украшена разными плакатами, где на одном из них красуется звезда Квиддича Гвенок Джонс, та самая, которая предоставляет бесплатные билеты на игру для профессора Слизнарта. Зеленое покрывало кровати подчеркивает любовь Джинни к любимой команде по квиддичу, а лежащая на столе газета, я полагаю, подчеркивает любовь к самому Гарри. Последняя комната – это спальня Рона, которая выполнена весьма точно и включает в себя, так же как и в случае с Джинни, плакат и одеяло с логотипом любимой команды по квиддичу. На полке возле кровати расположены трое разных часов, статуэтка и, судя по всему, давно засохшее растение, которое Рон обделил уходом.
Его спальня расположена сразу под чердаком, где скрыта последняя, но не менее интересная отсылка. По словам Рона, упырь, живущий на чердаке, любит завывать и барабанить по трубам, если ему кажется, что в норе стало слишком тихо. Именно поэтому здесь встречается гаечный ключ и пара труб, по которым, видимо, и барабанит упырь Уизли. Так выглядит пропитанный магией и волшебной атмосферой дом семейства Уизли. Сборка набора является весьма простой, которая иногда поражает умными техническими решениями, чего не скажешь о функциях. Они весьма просты, но их наличие это скорее плюс, чем минус. Минусом, как обычно, является его цена, которая составляет $260. Тем не менее, я доволен этим набором, особенно учитывая выбор эксклюзивных минифигурок и его замечательную ценность как выставочной модели, которая в полной мере соответствует такому гиганту, как банк Гринготс, даже несмотря на меньшее количество деталей. Жду в комментариях ваше мнение, а также ваши лайки и подписки. На этом все. Всем пока!